Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет очень необычное видео для моего канала, потому что я хочу себе сделать американский маникюр. Сейчас вы поймете, о чем речь. В общем, я уже вышла с Таргета и взяла себе вот такие вот накладные ногти. Меня заинтересовало видео в Инстаграме, где девушка буквально за пару минут сделала себе маникюр с помощью вот таких вот накладных ногтей. По идее, вот эти вот накладные ногти клеятся на специальную такую подложку, что-то типа двухстороннего скотча. Не знаю, мне с одной стороны жалко свои ногти, с другой стороны очень-очень интересно, чем все это закончится, потому что у меня классический обрезной маникюр, я его делаю сама себе. Чаще всего у меня короткостриженные ногти, и чаще всего ногти у меня покрыты либо прозрачным лаком, либо лаком в тон кожи. Не знаю, мне так мои руки нравятся гораздо больше, чем если я сама себе накрашу каким-нибудь ярким лаком, где будет видно все мои огрехи. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. Поэтому приглашаю вас посмотреть на мой эксперимент. Вот так выглядят эти накладные ногти. Написано, что не нужен клей. Ну, не знаю, посмотрим. И вот, собственно, краткая инструкция, что ноготь клеится на специальный двухсторонний скотч. За что люблю американцев, так это за то, что у них ко всему есть огромная детальная инструкция. Ну и, собственно, почти всегда есть все необходимые инструменты. Так, что же входит у нас в комплект? Инструкция, ногти, небольшая апельсиновая палочка, салфетка и микропилочка. Я думаю, что сначала мы будем экспериментировать с левой рукой, потому что я правша. Я сняла лак. Так что я думаю, что сначала их нужно как-то подобрать, что ли, по размеру. Ну, окей, приступим. Вот результат. Как вам идеальный маникюр? И я потратила на него меньше минуты. Давайте их немножко подпилим, потому что я вижу немного неровный край. Но вау, мне нравится. Я возьму свою пилочку, потому что я не представляю, как такой крохой можно что-то пилить. Мне немножко не нравится, как сел большой, и я думаю его переделать. Ногтевая пластина абсолютно никак не повреждена. Попробую остатки этого клея снять ацетоном. Он очень легко скатывается. Усилия придется все-таки приложить для того, чтобы снять эти ногти. Но я надеюсь, что через неделю они сами поотваливаются. Так, клеим еще раз большой палец. Ну что, делаем вторую руку.
упаковке написано, что это пресс-он маникюр. Это действительно так, делается он за считанные минуты. И я думаю, что если вам нужно освежить ваши ручки и маникюр перед важным мероприятием, времени не так много, то как вариант, я думаю, что подойдет. И этот набор стоил порядка $7. Я думаю, что это абсолютно недорого, если сравнивать с покрытием гель-лака в салоне. Без маникюра, только покрытие. Третий день моему маникюру, и я хочу сказать, что с ним абсолютно ничего не происходит. На вид такое чувство, что я покрыла свои ногти гель-лаком, причем довольно-таки тонкий слой, видимо, без выравнивания. Мне кажется, я немного не угадала с размерами на мизинце и на указательном пальце. Ногтевая пластина неестественно выглядит, неестественно большой. И если рассматривать поближе, то с одной из сторон видно, что ноготь находит немножко на боковой валик. Но, в принципе, это не критично. И так, если не знать, куда смотреть, то и не скажешь, что ногти не по размеру. Вот правая рука более удачно. Видите, насколько указательный палец и мизинец смотрятся более аккуратно. Поэтому как-то так. И с этой стороны абсолютно не видно этого скотча. Ну, в общем, я пока довольна. Не знаю, буду экспериментировать дальше. Посмотрим, как они себя будут вести. Но, опять повторюсь, третий день, и с ними абсолютно ничего не произошло. Итак, прошла ровно неделя. Что я вам хочу сказать? Я довольна. Это тот вариант, когда ожидания не оправдали результат. Я ожидала от них худшего. Я думала, что на следующий день они все поотваливаются, но нет. Этого не случилось. И я вам скажу больше, во время монтажа предыдущего ролика я замучила те ногти, которые были не по размеру, они были чуть больше, чем моя ногтевая пластина. Это вот указательный палец и, по-моему, безымянный. А потом я вошла в раж и содрала еще также мизинец и большой палец. Поэтому без проблем я нашла подходящий размер и наклеила новое. Супер, я в восторге, однозначно буду покупать еще, пробовать. Я думаю, что такой маникюр очень удачен в поездках. Если вдруг какой-то из ногтей отлетел, то можно быстро заменить. Вы знаете, на каждый день я все-таки предпочитаю носить более короткий вариант ногтей и, наверное, не такие яркие. Но на выход однозначно да. Несколько советов из того, что я вынесла для себя, как их лучше наклеить. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на проработку зоны возле кутикулы. Ее нужно максимально плотно приклеить. Если вам видно, то есть вот топорик, и здесь вот накладной ноготь очень плохо приклеен. И когда моешь голову, это очень и очень мешает. Сюда попадают волосы, и ощущения не из приятных. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это на длину ваших натуральных ногтей. Если мы посмотрим на изнанку накладного ногтя, то увидим, что вот этот вот клей, или двухсторонний скотч, как я его называю, он занимает не всю площадь ногтя, поэтому вам нужно по максимуму укоротить ваш натуральный ноготь. На мне будет очень хорошо и наглядно видно, то есть я не укоротила свои ногти, просто наклеила как было, и получается, что вот мой натуральный ноготь, вот здесь зазор, я надеюсь, вам видно, и потом идет накладной ноготь. Если вот посмотреть, он был изначально довольно у меня коротким, и он как раз совпал с площадью этого скотча, клея, то есть не возникло дополнительного зазора. И также по поводу снятия этих ногтей, я хочу в следующий раз попробовать наклеить на тоненький слой прозрачного лака, для того, чтобы ногти все-таки легче отклеивались, чем сейчас, но очень легко приклеиваются, легко отклеиваются, тем не менее держатся достойно. Однозначно мне понравились эти накладные ногти, мне понравилось качество их исполнения и их естественный вид. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу таких накладных ногтей, понравились ли они вам, хотели бы вы попробовать, буду ждать ваши комментарии. Спасибо за просмотр, хорошего вам настроения и до скорой встречи!